И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Лето потихонечку от нас уходит, а обещанного CS2, который должен выйти как раз таки этим летом, что-то на горизонте не видно. Поэтому сегодня предлагаю затронуть тему релиза, ну и посмотреть на некоторые утечки с другой стороны. Так что приготовьтесь внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию крутейшую киберспортивную площадку Fast Cup, на которой ты сможешь не только поучаствовать в турнирах, где есть нехилые призовые фонды, но и создать свой уникальный турнир. Площадка гарантирует безопасную игру и имеет свою систему защиты от читеров. И, разумеется, разнообразие форматов и режимов. Ну а приобретая подписку премиум, ты получаешь все возможные дополнительные плюшки, кастомизация профиля, закрытые турниры и, главное, дроп скинов в конце матча. Ведь данную подписку можно окупить всего за 2 игры. Ну а ко всему прочему, используя мой промокод, сможешь приобрести ее с 50% скидкой. Так что не теряй времени и становись на путь киберспортсмена. Ссылочка в описании. Ну что же, предлагаю начать с утечек, которые до сих пор, по крайней мере у меня, вызывают вопросы. Если кто не в курсе, то еще с первой версии бета-теста в игре находились некоторые карты, которые так или иначе связаны с меню Panorama UI. Наверняка вы где-то видели или же находили сами карту, на которой присутствует стол, вокруг которого раскидан первый вариант ящика грезы и кошмары. Ну или же вот такую вот маленькую локацию. Как вы понимаете, на тот момент ходили разные догадки, что возможно это будущие локации для мастерской, ну или же что-то в этом духе. Ну и как несложно догадаться, почти все эти карты не используются на данный момент в игре. Не считая, конечно, сцену закупки, где ваш персонаж демонстрирует то, что вы покупаете, и соответственно меню снаряжения. Но любопытство, для чего они все же предназначены, никуда у меня не испарилось. И я решил объединить все эти карты и сделать общий фон главного меню, учитывая все аспекты панорамы и соответственно этих загадочных карт. Ну и вот, собственно говоря, весь результат. У нас есть отдельный вид осмотра персонажей, отдельный вид осмотра всего оружия, опять же отдельный вид осмотра наклеек, медалей и музыкальных наборов. И, конечно же, отдельная сцена для граффити и открытия кейсов. И вот, осматривая их, у меня потихонечку начали появляться теории. Но заранее вас предупрежу, они не истина в первой инстанции, это больше пища для вашего размышления. И кто знает, после просмотра этого ролика, может быть, у вас есть более крутые идеи на этот счет, так что обязательно пишите о них в комментариях. Изначально я думал, что эти карты это своего рода пример отдельных участков меню для создания фона для CS2. Но когда я дошел до осмотра наклеек и нашивок, то увидел, что сцены разработаны таким образом, что при осмотре какой-нибудь наклейки она дублируется на задний стенд витрины. Выглядит это так, словно это предназначалось для какого-нибудь магазина. И тут, как вы понимаете, эта теория очень походит на правду. Это, конечно же, лишь мои предположения, но в CS2 до сих пор нет своего магазина, как в CSGO. И понятное дело, что его добавят, когда игру выпустят. Но выглядит это так, что эти осмотры предназначены именно для магазина. Конечно, узнать мы сможем лишь на релизе. Ну и давайте быстренько пройдемся по маленьким утечкам. В коде меню игры разработчики оставили кучу подсказок для своих коллег. Некоторые из них датируются аж 2021 годом. Как раз в этом году был турнир Стокгольм. Магазин, кстати, которого до сих пор присутствует именно в CS2, ведь в CSGO его давно удалили. Что лишний раз доказывает нам, что разработка велась полным ходом еще аж в 2021 году, когда многие ютуберы и я в том числе выпускали пачками ролики про Source 2. Ну и напоследок, не знаю, видели ли вы когда-нибудь киберспортивный профиль в момент турнира, который так же как и в CS2 работает и в CSGO. И поискав немножечко в интернете, я не нашел ни одного изображения данного профиля и как он в общем-то выглядит, поэтому демонстрирую, как он выглядит в CS2. Тут и логотип команды, название команды и, соответственно, название турнира, который должен проходить. И лично я до этого момента ни разу не видел, как он выглядит, поэтому решил и вам его показать. Может, вы, как и я, тоже его не застали. Ну и, наконец, самая наболевшая тема – это обещанный релиз CS2 этим летом. Дело в том, что за все время существования ограниченного бета-теста
появилось очень много переменных, из-за которых попросту нельзя предугадать с точностью дату выхода игры. Все, что вы бы не пытались объединить и выявить последовательность, будет сыпаться как карточный домик, так как мы не знаем особо планов разработчиков и тем более, что у них в голове. И на данный момент в ограниченном тесте вышли все основные карты Мапула, кроме Инферно, который, если судить по последовательности выхода обновления, должен выйти уже на этой неделе. И некоторые считают, что именно тогда-то и будет долгожданный релиз. Но дело в том, что в игре осталось еще немалое количество заявленных карт, которые должны выйти в CS2, из-за чего и рушатся все эти теории. И опять же, разработчикам ничего не мешает выпустить CS2 и позже выпустить уже дополнительные карты. Ну а я же, как и говорил с самого начала, был бы приятно удивлен, если бы в общий доступ игра вышла именно на день рождения CSGO. Но в CS2 есть еще одна переменная. Это то, что в коде еще не вышедшего нового премьер-режима будут сезоны. И дело в том, что после сезона под названием бета-тест идет сезон с названием осень. И как несложно догадаться, уже осенью мы точно будем все играть в CS2. Но опять же, ничего разработчикам не мешает выпустить ее раньше и обкатать тест на всех пользователях. Так что, ребят, гадать точную дату релиза бессмысленно, так как можно упасть в яму. Главное то, что все переменные вы знаете и можете сами себе завысить свои ожидания. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!